Привет, друзья! В этом видео я покажу оформление пряника с Эльзой, вот в таком платье. И покажу свой эксперимент, как долго, нудно и безрезультатно я пыталась прикрепить к прянику съедобный шелк. В итоге решение оказалось простым и все получилось. Начну с самого начала. Один момент: если вам мешают субтитры, вы можете их отключить кнопкой в нижнем правом углу экрана. Итак, с помощью самодельного шаблона я вырезала пряник, это будет Эльза, и круглую подставку для пряника. Здесь я использую медовое тесто, оно незначительно, но увеличивается в размере после выпекания. Очень вкусные пряники. Рецепт смотрите по ссылке в описании. Пока пряники не совсем остыли, в прянике подставки делаю отверстие соответствующего размера, а после остывания пряников можно приступить к их оформлению. Сначала прикладываю бумажный шаблон и намечаю все контуры изображения. Я использую простой канцелярский карандаш, те микрочастицы грифеля, что останутся на прянике, абсолютно безопасны для человека. Но если вы все-таки переживаете по этому поводу, то воспользуйтесь пищевым маркером или красителем с кистью. Затем я вырезала лицо Эльзы и тоже обвела его контуры. Дальше, глядя на изображение, намечаю и другие линии рисунка. Для оформления этих пряников мне понадобится 4 цвета глазури. Пряник-подставку по краям покрываю белой базовой глазурью. Кисточкой немного приминаю глазурь, она должна остаться неровной, как будто это сугробы. И смазываю глазурь к центру пряника. У Эльзы заполняю глазурью все детали. Сначала ухо и шею с плечами. Глазурь гуще заливочной. Фрагменты волос заполняю глазурью через один, чтобы глазурь не слилась. Шея уже подсохла, можно заполнить лицо. Зубочисткой подвожу глазурь к контурам рисунка. Начинаю заполнять платье, рукава, верх платья, но и юбку я тоже хочу заполнить глазурью, несмотря на то, что она вся будет под декором из съедобного шелка. Здесь я руководствовалась тем, что желатиновый декор не особо вкусный, есть его никто не будет, он лишь для красоты. Потом его снимут и пряник останется голым. Поэтому юбку тоже делаю, но без лишней детализации и усилий. К этому моменту подсохло лицо, и можно продолжить работу с прической Эльзы. Делаю косу. Здесь пришлось после каждого элемента ждать пару минут, прежде чем нанести следующий. После застывания глазури делаю маленькие снежинки по всему прянику. Подставка готова. Теперь этим заготовкам нужно дать хорошо высохнуть, минимум часов 12. Спустя это время продолжаю. Для соблюдения пропорций на лице я воспользовалась все тем же шаблоном, вырезав в нем глаза и кончик носа. Диоксидом титана и водкой заполняю белые фрагменты глаз. Дальше коричневым рисую брови. Розовой цветочной пыльцой в сухом виде добавляю румянец на лице Эльзы. Сухим коричневым, смешанным с графитом, наношу тени на веках. Сухим графитом добавляю тени по периметру лица, на шее, на плече, на линии роста волос. Разбавленным голубым рисую радужку глаз. В общем, раскрашиваю пряник, глядя на пример. Где нужны четкие линии, развожу красители водкой, где нужны мягкие переходы или тени, там использую красители сухими. Этот набор красителей я уже много раз показывала. Это сухие, жирорастворимые пищевые красители. Их вы можете приобрести в моем интернет-магазине Tiramisu in UA. Сам пряник готов. Теперь можно приступить к главному элементу декора. Я сделаю платье Эльзы из съедобного шелка. Для него я замачиваю желатин водой и после его набухания разогреваю в микроволновке примерно до 60 градусов. Добавляю шоколад, перемешиваю.
Добавляю пищевой глицерин, перемешиваю и сразу выливаю эту массу на силиконовый коврик. Ее нужно максимально тонко разровнять по коврику. Это все очень вкратце. Подробное видео о съедобном шелке уже есть у меня на канале, смотрите его по ссылке в описании. Минут через 5 эта масса застывает. До того, как снять ее с коврика, окрашиваю съедобную ткань в голубой жемчужный цвет. Здесь можно использовать цветочную пыльцу и кондурин. И еще я добавляю для яркости сухой жирорастворимый голубой краситель. От коврика ткань очень хорошо отходит, снимаю ее и переворачиваю. Нижняя часть немного липкая, ее можно тоже окрасить или просто припылить крахмалом. Вот такая съедобная ткань получается. Очень прикольная, эластичная, блестящая, нарядная. Теперь из этого шелка, можно сказать, выкраиваю платье. Чтобы на талии не было слишком много толстых складок, верх юбки делаю значительно уже, чем низ. Обрезки не выбрасываю, складываю их в тарелку. Делаю нижнюю рюшу платья. Я растопила обрезки в микроволновке буквально секунд 8. И этой растопленной массой креплю нижнюю рюшу платья к прянику. Особенность этой съедобной ткани в том, что ни на шоколад, ни на кондитерский клей, ни на декор-гель она не клеится. С нее просто все как с силиконового молда отстает. И скрепить детали этой ткани можно только ею самой растопленной. Итак, рюша держится, я довольна, но радость моя была преждевременна. В общем, таким же образом я сделала и верх платья. Сначала склеила его складки и затем приклеила к прянику. Из обрезков сделала бантик и тоже его приклеила. Оставила пряник сохнуть и через часик наблюдаю такую картину. Желатиновая масса просто отошла от белковой глазури, даже не повредив ее, но еще и много конденсата образовалось под платьем. Салфеткой я убрала эту влагу и продолжаю свой эксперимент. Чем же можно закрепить платье на прянике? И я решила воспользоваться айсингом базовой консистенции. Я подумала, он быстро застывает, конденсата не будет, ведь он не горячий, как в предыдущий раз была желатиновая масса. Еще и сверху вот так вот закреплю рюшу, чтобы лучше держалась. Кстати, здесь я вспомнила про декор в волосах Эльзы и добавила несколько бусинок. Дала этой рюше час подсохнуть. Рюша держится, но вижу, что частично отходит от айсинга, и вижу небольшие капли конденсата. Тем не менее, решила продолжить. На большую порцию айсинга креплю юбку. По бокам тоже наношу айсинг и оставляю пряник подсыхать на всю ночь. И утром вот такой результат. Был конденсат, который частично уже подсох и оставил разводы. Влаги было так много, что боковая часть пряника полностью мокрая. Такой результат никуда не годится. Дочка просит отдать ей пряник на съедение, но я попробую еще. Отрываю этот ужас и вижу еще остатки влаги. Айсинг даже не просох до конца. Раз уж с глазурью ткань совсем не дружит, то я покрою низ пряника мастикой, а к ней прикреплю платье. Здесь я использовала клей, который сделала из загустителя для мастики SMS KMC. Для платья сделала новую съедобную ткань, а рюшу сделала на кружевном силиконовом коврике. Опять выкроила новое платьице. Рюшу скрепила сначала желатиновой массой, а к мастике приклеила на клей из КМЦ. Немного подождала, вижу, держится. И то же самое сделала с юбкой. Оставила подсыхать и снова на всю ночь. Ну что ж, утром вижу, что все держится, но как-то слабенько, и этот результат снова не устраивает. Здесь для наглядности показываю, как я планировала ставить этот пряник на подставку. Показываю потому, как сейчас прянику придет конец. Сняла я платье, а под ним вот такая мокрая мастика. И тут до меня дошло, не надо было вообще ничем покрывать низ пряника. Под платьем должен остаться просто голый пряник. Я спекла новый пряник, Эльзу рисовать на нем уже не было времени. Это же платье креплю к чистому прянику, и оно просто чудесно держится. Никакой лишней влаги, никаких долгих сушек. Уже через 30 секунд желатиновая масса полностью застывает и держится на прянике очень крепко. Это могла бы быть Эльза, но у меня это просто манекен. И я рада, что все-таки нашла решение этой задачи, и с удовольствием делюсь этим решением с вами. Как кушать такой пряник? Просто убрать платье и съесть пряник. Декор этот условно съедобный.
он больше для красоты. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайк мне в поддержку и подписывайтесь на мой канал, а также заходите в мой интернет-магазин за покупками для ваших тортов. Всем пока!